Всем привет, с вами Ганзи. Официально вышла 70-я глава манги Боруто под названием «От всего сердца». И сейчас вы услышите мою озвучку этой главы. Но и также в конце после озвучки будет небольшая инфа о 71-й главе. Но перед началом не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Тем самым вы поддержите мой труд. Спасибо. Боруто. Наруто Next Generation. Глава 70. От всего сердца. Комната, в которой находятся Шикомару, Эйда, Дельта, Кода и Амада. Предлагаешь переметнуться к листу? Точно. Тебе самой не кажется, что это лучший способ сблизиться с Каваки? И тут Эйда активирует свой левый глаз. Эй, ты что вытворяешь? Даже не думай бросать меня и... Тише, кот. Я в полном праве поразмыслить над этим. Левый глаз Эйды. Эйда начала что-то сканировать. Какого? Что она делает? Ну и нам показывают Наруто, который подбегает к этому домофону и безуспешно пытается ввести пароль. Черт, Ина! Дверь не открывается! Прости, Наруто, это для того, чтобы защитить вас от вражеской техники. Можешь просто подождать там немного. Шикомару, ты цел? Что происходит? Сейчас нет времени объяснять. Ситуация очень деликатная. Прошу, не вмешивайся. Не надо ломать дорогущий замок и вламываться сюда силой. Бюджет деревни и так из года в год все больше трещит по швам. Шикомару, эй! Папа! Хокаги с остальными застряли на входе. Ты велел коллеге закрыть дверь, чтобы защитить их от моей способности? Она знает, что происходит снаружи. Но как? Ясно. Дело в ее левом глазе. И тут Амада решается пояснить. Это ясновидение. Она может видеть все, что происходит в любой точке мира. Что? Более того, его действие не ограничивается текущими событиями. В общем и целом, она может наблюдать и за прошлым, а значит, от нее невозможно ничего скрыть, по большей части. Тьфу ты, поверить не могу. И все же, похоже, она не может прослушать наш разговор, так что заглянуть в наши мысли она не способна. Если бы не техника Ина, мурашки по коже. Сказать по правде, я удивлена. Я думала, вы считаете меня лишь очередной частью Кара и предполагаете меня врагом. Но ты прав, мне с листом нет нужды враждовать. Изначально нет, но теперь, если ты продолжишь помогать Коду, лист будет воспринимать тебя как угрозу. Лист или кот? Подумай как следует и выбери сторону. Тем временем Каваки и Сумире. Но теперь все хорошо, да? Раз Боруто-кун в порядке. В смысле... Не знаю, что у вас там случилось. Уверена, пришлось принять тяжелое решение вам обоим. Карма. Амада, ублюдок. Он уже ее воссоздал, без моего разрешения. Думаю, он сделал это, когда восстанавливал твое правое предплечье, потому что это заняло очень много времени. И все же, я тоже очень хотел, чтобы она вернулась. Не будь ее у меня, седьмой был бы мертв. Впервые в жизни я за нее благодарен от всего сердца, и я понял, что нуждаюсь в ней. Каваки-кун, эти твои мысли могут быть частью его плана. Что? Прости. Доказать этого я не могу. Может, это просто мой иррациональный беспочвенный страх, но мне кажется, что Амада-сан так сосредоточен на твоей карме ради своих собственных целей. Тем временем Кода протыкает плечо Амада. Хватит тянуть время, Амада. Ты ходишь по тонкому льду и сам виноват в этом, понимаешь? Шикомару-кун, я больше не выдержу. Держись, Амада, он тебя не убьет. Если ты умрешь, он никогда не снимет ограничители. Ему это невыгодно. И подумай, если ты впрямь снимешь их, тогда ты действительно будешь ему не нужен. И он точно убьет тебя. Мне кажется, я быстрее умру от болевого шока. Зараза. Что же нам делать? Глаз Эйды вновь активируется. О нет, кот, нам отступать надо. Немедленно. Быстрее. А? С чего так сразу? Что не так? Сюда идет Каваки. Он уже близко. Каваки? Единственная дверь в эту комнату заперта, но у Каваки есть Сукуна Кихона. Может, он планирует сжаться и проникнуть сюда через вентиляцию? И тут нам показывают сжатого Каваки, который реально перемещается по вентиляции в сжатом состоянии. Каваки, да? Я был так близок.
Точно, Каваки может еще избавляться от царапин кода. Они боятся, что он отрежет им путь к отступлению. Это еще не все. Действию пленения Эйды подвержены не все. Во-первых, кровные родственники, а во-вторых, Оцуцуки. Что? То есть, как Каваки и Боруто, способность Эйды на них не сработает? Верно. Ты! Почему ты так долго молчал о таких важных деталях? Если бы я рассказал, ты бы сразу вызвал сюда Каваки, разве нет? Чтобы он сразился с ними. И что с этим планом не так? Разве это не лучший выход из сложившейся ситуации? Не будь идиотом. Я не могу позволить Каваки умереть. Он чуть не погиб в прошлый раз, и там не было Эйды. Прости, но я не позволю тебе подвергать его такому риску. О чем это ты? Шикамару-кун, ты всего лишь терпишь присутствие Каваки. Не могу тебя в этом винить. Он с самого начала доставлял Листу неприятности. А теперь даже Хокаге Дано не способен сдержать его силу. На твоем месте я бы считал, что наилучшим исходом было бы взаимное уничтожение Каваки и Кода. Ублюдок, что ты себе позволяешь? Эй, вы двое, сейчас не время спорить. Код и Эйда планируют отступить. Отпустите их. Даже не думайте задерживать их до прибытия Каваки. У вас еще будут шансы с ними расправиться. И дать Каваки и Боруто-куну времени, чтобы набраться сил, не повредит. Ну и затем Кода толкает Амада в царапину. Что поделать, продолжим на той стороне. Я бы предпочел не брать тебя в убежище, но... И затем он запинывает Амада в царапину. Амада! Быстрее, Код, Каваки уже почти здесь. И тут Шикамару ловит своими тенями Эйду и Кода. Ина, долго я не продержусь. Где сейчас Каваки? Глупец, так сильно хочешь умереть? И тут Шикамару решает немного потянуть времени. Да ладно, почему ты не хочешь встретиться с Каваки? К чему такая спешка? Дельта-чан. Что такое, Эйда-чан? Как видишь, я в беде. Не выручишь меня? Что? Ты же шутишь, да? Дельта! Ну и Дельта подошла к Шикамару и попыталась вмазать ему по голове ногой, но Шикамару уклонился, тем самым разорвав свою технику теней. Проклятие! Что ты творишь, Дельта? Приди в себя! Но... Эйда-чан хочет... Прости, Шика-чан, сейчас наши пути разошлись, но огромное тебе спасибо за такое заманчивое предложение. Давай еще как-нибудь встретимся. Дельта-чан, тебе тоже спасибо. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю, Эйда-чан. Прошу, заходи еще. Как бы это ни выглядело, я в самом деле не хочу разжигать новых конфликтов. Но, Шикамару Нара, я решил добавить твое имя в свой список возмездия. Готовься. Проваливай уже и не вздумай снова показать здесь свою морду. Эйда, Кода и Амада исчезают в царапине, а Каваки выпрыгивает из вентиляции. Царапины Кода? Вот урод, он был здесь. Прости, Каваки, но не мог бы ты избавиться от них с помощью Сукуномихона, чтобы он больше никогда не смог сюда вторгнуться? Мне нужно кое о чем спросить Амада. Где он? Откуда мне знать? Он уже может быть мертв. Что? Эй, старик, давно не виделись? Проклятие, чертов кот. И Дэймона тоже. Кода хватает за шкирку Амада. Больше бежать некуда. Сдаешься? Что будет после того, как я сниму твои ограничители? Ты убьешь меня? Скорее всего. Какой в этом смысл? Кто согласится на сделку, по итогам которой его убьют? Ты избавишься от боли и упокоишься с миром. Такие условия для тебя почти слишком хороши. Ты склонен перегибать палку. Что если я умру от болевого шока, не выдержав пыток? У тебя будут неприятности. Заткнись уже. Я с самого начала был зол. Разумеется, а значит риск еще выше. Слушай, у меня к тебе простое предложение. Я прямо сейчас сниму ограничители, безо всякого сопротивления, а взамен я лишь молю тебя сохранить мне жизнь. Даже на пороге смерти ты так жалок. У тебя совсем гордости нет, Амада? Прости, но меня не интересуют такие всецело бесполезные концепции. Давай перестанем тратить наше время, а? Что скажешь, Код? За словом в карман не лезешь, да? Просто сделай свое дело, старикашка, и побыстрей. Не сотрясай зря воздух. Никакого дресс-кода нет. И это был пароль для снятия ограничителей кода. Ограничители сняты. Воу!
и перед нами предстает Кода со снятыми ограничителями. Он побелел! Приятное чувство, словно я не способен проиграть. Прости меня, Амада. Твоя рана болит, да? Мне же очень хорошо. Так давай я избавлю тебя от страданий прямо сейчас. Продолжение следует. Конец 70 главы. На такой ноте глава заканчивается. Помните, в прошлом видео с обзором на эту главу я говорил, что Саски, Наруто, Боруто и Каваки должны прийти на помощь, либо сам Амада выберется из этой ситуации. Так вот, появились еще версии выхода из этой ситуации. Одна из них это то, что сама Эйда со своим братом не дадут убить Амада по какой-то причине. А также, возможно, может появиться тот, кто все еще жив и где-то шарахается. Где-то шарахаются на самом деле многие крутые персонажи в этом аниме. Например, тот же Какаши. Вот где он, когда здесь такое? Да, я понимаю, уже не тот он, но все же он еще способен показать уровень настоящего шиноби. Да, с шиноби здесь мало что связано, но все-таки изначально это все было про шиноби. Но опять же нет, я сейчас не про Какаши. Кашин Коджи. Он, в принципе, может прийти и навалить стиля. Нам остается только дождаться 71 главы, и там будет уже видно. Я уверен, что глава должна начинаться как раз таки с этой движухи, либо начнется с Канохи, а в конце главы, как всегда, самое интересное. Все еще занесенная рука Кода и бац, геройское появление кого-то из ранее перечисленных. Пищи для размышления нам дали очень много авторы, заинтриговали, так сказать. А еще после именно озвучки этой главы у меня сложилась следующая теория. Что если каким-то образом Амада настолько гений, что нахимичил что-то и сделал эту карму, которая нанесена на Каваки, своей? Что если Каваки теперь сосут Амада? Вы понимаете, о чем я? И мне кажется, что в этом что-то есть на 95%. Вот даже если пройтись по манге, вот даже по этой серии, я не говорю в целом про аниме, про мангу, и так Амада был какой-то подозрительный тип, но вот по этой серии, если пройтись, Сумире сказала, что по Амада она увидела, как будто это все больше ему надо, как будто он преследует свои мотивы, занимаясь с Каваки. Ну и вы подумайте, не просто же так авторы нам дают такую подсказку, не просто так они в диалоге между, Каваки и Сумире вставляют это. Но как сам Амада дефит, вот максимально дефит Каваки, ну то есть он не хочет потерять сосуд, ну если по логике. Короче, если это все так, то это конкретный трэш. Если так все произойдет, многие карты сойдутся. Ну, например, даже тот же диалог Боруто и Каваки на лицах Хокаге. Ну, вот почему-то Каваки мне показался, ну, какой-то холодный. Да, Каваки и так холодный, но он был слишком выдержан, что ли, умен и хладнокровен. Я не могу объяснить. Ну, не совсем Каваки, которого мы сейчас видим. Да, конечно, события, которые произойдут, возможно, в будущем, могут его изменить как угодно. Но что если это сосуд Амада, удавшийся сосуд? Что если у Амада получится сделать то, что он задумал? Ну, если он задумал то, что я сказал. Да, это сейчас, возможно, звучит как-то бредово и нереально типа, но это же Амада. Это супер странный чел, который умудрился создать супер крутых и странных киборгов. Короче говоря, дел он наворотил много и скрывает тоже много. Также, если взять отношение Шикамару к нему, он до сих пор не доверяет ему. Это чувствуется, это видно. И это все, скорее всего, не просто так. Короче, ребята, такой челлендж. Подписывайтесь на канал. И если моя теория, вот эта с Амада связанная именно с его планами, будет полностью мимо, то есть я вообще не угадаю, можете потом отписаться. Мне самому даже интересно стало, что я такое придумал. Но вот почему-то я в это верю. И мне кажется, что об этом на YouTube еще никто не говорил, о такой версии. Ну а также пишите свои комментарии. Что же нам ждать дальше в ближайших главах манги Боруто? С вами был Ганзи. Еще услышимся.